Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс, события ближайшего будущего, события ближайших дней. Вот давайте узнаем, спросим у карт, что произойдет со дня на день. И у нас в одном с вами прогнозе два расклада. И первый – это цыганский старинный пасьянс. И я специально не обозначила видео по датам, только ближайшие дни. Потому что даже по вашим комментариям все ведь относительно. И кто-то из вас пишет, что «а у меня это уже все случилось», у кого-то наоборот. Вот есть ситуация, которая затягивается, ну, как наша жизнь. Не все вопросы мы можем решить в те временные рамки, которые мы отвели. А кто-то пишет: «У меня вообще ничего не совпало», и такое тоже бывает. Поэтому будем реалистами. Но рассмотреть как один из возможных альтернативных вариантов всегда стоит. Предупрежден, вооружен. А я бы сказала, переложите вот то, что вас сейчас беспокоит, или то, что, ну, как злободневная проблема, да, то, что вы пытаетесь решить, чем вы занимаетесь, переложите на метафору карт, вот как может развиваться ситуация. И мы приступаем. Что же там в ближайшие дни произойдет? С чем будут связаны эти события? И вот маленькие карты как раз больше о событиях прорисованы значения. С чем, что будет связано? Вы по какому-то вопросу беспокоитесь. Вот явно есть тревога. Ну, это может быть и банально, получится, не получится. Но вот 2 меча, да, это не есть конкретная, ну, какая-то ситуация, которая в нашем материальном мире существует. Но это больше именно такое, знаете, тревожное состояние или, может быть, по прежней какой-то тоже, опять же, ситуации сложилось что-то там у вас, и вы теперь еще уже и ситуация закончилась, а вы все обдумываете. Я говорю, осадочек остался. Но, видимо, может быть, или предстоит еще что-то, продолжается. И, возможно, поскольку у нас выпадает корона, а корона – это символ власти, может быть, договариваться придется в высоких инстанциях или выстраивать правильные диалоги с сильными мира сего, может быть, и так, да, или, ну, я имею в виду с теми людьми, которые стоят на иной ступени лестницы иерархии. Может быть, это и просто вот банально к чиновникам поехать, подписать какой-то документ, прояснить тот или иной вопрос. Тут у каждого по-своему. Но вот посмотрите, вы переживаете, а нам говорят: победа. Поэтому себя не нужно мучить, мои дорогие весы. Ну, может быть, и нужно какую-то многоходовочку еще продумывать, но как будто ваш вопрос решится очень положительно. Благополучие выпадает. И именно рядом, где мечи и корона. Значит, есть возможность договориться, согласовать. Хотя вот смотрите, у кого-то была даже ссора. Значит, будь то ссора, может быть, это переживание. Прежде не договорились, прежде не нашли общий язык. Или прежде пришли в один кабинет к одному чиновнику, вам сказал: «Нет, так не может быть». А пришли к другому, а тот сказал: «Ну да, тут вот есть варианты, вот то-то и то-то». Тут ведь тоже во многих вопросах все решают люди. Может быть, это у кого-то и более серьезный вопрос, может быть, я допускаю, мы все разные. И когда вы прибегаете к юристам, допустим, к адвокатам, там тоже все зависит от специалиста. Можно себя позиционировать как специалист во всех вопросах. Но, а вы найдете именно того, кто по вашему вопросу профи. Вот тут вы сами себе можете помочь в том плане, ну, как то, что вы говорите, или как желание ваше, может быть, вот эта настроенность, да, для того, чтобы решить вопрос и себе не навредить. Все-таки вот это благополучие, общий фон какой-то создает договоренности, баланса. Это по вашей части. Вы великие дипломаты, поэтому я не вижу ограничений. Главное, знаете, не окунуться в сомнения. Все же вот я вижу так. Ладно, давайте пойдем дальше. Да вам тут вообще-то как по судьбе что-то. Может быть, смотрите, два сразу значения. Крест. И крест – это вот именно судьба, карма.
Может быть, решается какой-то очень важный вопрос в вашей жизни. Это может быть связано с какой-то поездкой, перемещениями. Опять же, да, у кого-то это по инстанциям, а у кого-то это что-то более на глобальном уровне. Может быть, и переезд вообще куда-то далеко. Я такое тоже могу предположить. Ну, тогда пусть даже если не быстро, то шаг за шагом вы идете к той цели, которую вы себе наметили, мои дорогие весы. Наверное, вам как высшие силы помогают. Я должна сказать ведь правда. Марс в весах и такой немаловажный момент, как Солнце в Деве. Солнце в Деве – критическое мышление, нам позволяет правильно оценить обстановку. А Марс в весах в вашем знаке, и мы знаем, Марс – это активная жизненная энергия. Ну, где-то и напор, не без этого, да, вот именно активность какая-то. Так вот, если бы прежде вы свою дипломатию, может быть, ушли от какой-то темы, от вопроса, просто ради того, чтобы было все тихо. Вот иногда мы так поступаем, правда? Или какая-то воцарилась гармония. Не хочу ни с кем споров, не хочу ни с кем выяснять отношения. Но тут явно есть какая-то ситуация, вы ее не можете исключить. И она связана у вас колокол выпадает именно с внешними событиями. У кого-то это может быть, знаете, как известие. И я такое допускаю. И это не про карты, это астрологические такие транзиты нам будут складывать не единожды в последующие месяцы до конца 2025 года, как, знаете, такую многоликую информацию. И в этой информации будет место и правде, но будут и фейки, мои дорогие. Поэтому доверяй, но проверяй. Информацию важно перепроверить, а не так услышали, ой, уже доверились. Нет, тут вот есть какое-то, знаете, как 50 на 50, делите на двое. Может быть, это и вы, кстати, дважды для вас это будет важно. Знаете, не принять сразу чью-то точку зрения, а самому проанализировать или самой. И вот Марс в весах, что он для вас сейчас значит? Это когда вы свою дипломатию не на пользу какому-то общему, может быть, даже делу, а когда в отношении самого себя или самой себя. Когда и волки сыты, овцы целы. И вот тогда, и вам, главное, самое главное, хорошо, и вот тогда вот эта гармония, ну, как воцаряется или возобновляется. Но главное, это ваше состояние. Когда вы, ну, знаете, вот бывает такое, мы пошли вроде бы, да, на мировую или с кем-то договорились, или мы даже с чем-то согласились, лишь бы было тихо. А мы-то сами не очень себя счастливо чувствуем или не очень хорошо. А здесь мы подходим именно с другой немножко стороны, что вот нам было хорошо. И поэтому и волки, да, я, как я уже сказала, целый сыты, вернее, и овцы целы. Ну и вам-то самое главное, вот это в душе гармония, она все-таки воцаряется. И вы знаете, насчет информации будьте аккуратны. Смотрите, колокол. Ну, это, знаете, как колокол, это, опять же, извне. А рядом змея. Сами включайте змеиный режим. Змея – хозяйка года. Она нас призывает к мудрости, ну и хитрости, наверное, тоже. И что я подразумеваю под змеиным режимом? Это как вот действие, да, змея, она наблюдательна. Так вот и вы наблюдайте, анализируйте, делайте выводы. И вот когда пора, вот когда нужно будет, да, и в этом вам помогает Марс в вашем знаке зодиака, вот тогда вовремя и нужно действовать. Тут и не раньше, и не позже. И, может быть, тогда больше бонусов вы для себя получите. Я, по крайней мере, этого не исключаю. Но может быть такая информация, которая нас застает врасплох. Вот к этому будьте готовы. Или когда, пусть это в средствах массовой информации, а может быть это просто вранье какое-то, даже не в средствах массовой информации, а это сосед нам сказал, или ну кто-то там, да, или мы случайно услыхали эту новость. И вроде она нас обескуражила, а по факту это будет обман. Берегите себя, потому что все-таки змея нас призывает быть осторожными. Но у вас, мои дорогие весы, выпадает полное исполнение желаний. Колчан со стрелами. И вам как будто это по судьбе. Да, вот тоже так вот оно. И по судьбе какая-то ситуация, и может быть дорога. И при дороге еще и исполнение желаний. Ну уж полное или нет на 100% я
Судить точно не берусь, но то, что вы останетесь довольны какой-то темой, это факт. Что-то у вас получится. И в нашем пасьянсе мы можем сложить то, что совпало по крайним рядам, по вертикали и по горизонтали. Может быть, это та ситуация, которую вы, уже где-то предчувствовали, или то дело, которым вы занимались прежде. Вот эта победа точно, она не просто так сама по себе приходит, а явно было ожидание листва. Это, какая-то либо пауза, или мы ждем. Может быть, вы ждете важной встречи, подписания важного документа, каких-то важных согласований. Ну, вот тут у каждого по-своему. Смотрю, что у вас еще совпадает, мои дорогие весы, в крайних рядах. Пока не вижу. Сейчас еще более внимательно посмотрю. Ну, вообще позитивный настрой определенный есть. Это да. Не вижу. Ладно, мы с вами идем дальше. Ваше настроение в ближайшие дни. Ну, или общий фон энергии, может быть, и так. Ну, больше с вашим восприятием. Итак, ваше настроение в ближайшие дни. Вот вы знаете, не поддаться иллюзиям. Отчасти тут и себе самому не надо замыливать глаза. Но вот мы только что с вами говорили и по части змеи. Тут ведь, знаете, могут быть обещания. Все средства хороши, помните об этом. Нам могут говорить что-то типа лести. Нам всегда это приятнее слушать. Иногда бывает, знаете, такую правду нам скажут, и, может быть, не в очень тактичной форме. И мы так вспыхиваем, думаем, ну надо же, ну какое хамство, да? Вот иногда и так бывает. Но потом, правда, человек, правду даже, как сказал Марк Твен, правду нужно подавать элегантно, как пальто, а не как мокрое полотенце. Ну вот кто-то может подать как мокрое полотенце. Нам неприятно это слышать, а все-таки это правда. А кто-то будет льстить, но это к делу вообще не имеет никакого отношения. Ну вот поэтому тут не замечтаться. Но вообще настроение хорошее по семерке чаш. Но это может быть какая-то путаница. И, видимо, смотрите, путаница заканчивается. Вы ищете выход, и вы его находите. По восьмерке чаш конкретно это уже какой-то выход. Или когда сложную задачу нужно решить, мы тоже не знаем, каким образом. Может быть сложный выбор, но, видимо, вы его все-таки делаете. И, может быть, путаница и много будет, но вам так или иначе нужно с чем-то определяться. И вы не можете, оставить это без внимания. И было бы ошибочно, я бы даже так сказала, чтобы оставить или вот где-то по семерке чаш ведь есть такая прокрастинация, когда мы думаем, решится там само. Или, там что-то вот потом добавится, может быть, или разберется. Нет, мои дорогие весы, тут вам, скорее всего, придется принимать, может быть, и непростое решение. Но оно того стоит. Давайте узнаем, так а что же прояснится? Перед вами новые пути открываются. Вообще волшебная карта. Оно того стоит, это правда. По шестерке мечей, вы знаете, конечно, это карта и интеллекта, и новых возможностей. Вообще карта заслуженного успеха. Это тот успех, который вам прогнозируют на последующий период. Это не ближайшие дни. Это мы только первые шаги, как отплываем от безжизненного берега, где ничего не растет. Как будто тут мы уже все пасьянсы с вами разложили, да, и все партии в шахматы уже тоже проиграны. Все, что могли, посадили, но не выросло, да. И мы понимаем, и для кого-то это может быть раскрытие талантов, не в том месте пребывания, где вы сейчас находитесь, а где-то в другом. Для кого-то важная поездка и согласование, я об этом говорила по нашему пасьянсу. Другой разговор, что это вам, ведь это карта мужества. Это нужно принять решение, решиться на что-то и сделать уже первый шаг, понимаете? Первый шаг в каком-то направлении. И тогда это дорога к успеху. Может быть, по этой карте я часто говорю, мы как исследуем непознанную землю без карты. Мы еще пока не знаем, что нас ждет. Поэтому мы отчасти насторожены, вот как этот человек, поднесу поближе, он такой сосредоточенный, не назовешь его очень радостным, веселым, а ведь карта заслуженного успеха. Тут действительно
собрать, может быть, и волю в кулак, может быть, и свое мужество, но тем не менее, по шестерке мечей это какое-то продолжение следует. Что прояснится? У кого-то по работе может проясниться вопрос, по вторичным заработкам, связанным с переездами конкретно, куда-то путешествиями, может быть, очень далеко. И все, что с этим соотносится. У кого-то важная бумага или прояснение. Вы сами можете искать как раз правду, какую-то истину, как, что там у меня будет или как мне обустроиться, если для кого вот переезд, например, даже актуален. У кого-то может совпадать по части работы, когда вы ищете работу. И тут тоже рассматривайте разные варианты. Но оно того, повторюсь, действительно стоит. Ладно, давайте по основным сферам жизни. И первая сфера – любовь и личная жизнь. Ну, может быть, и в целом где-то взаимоотношения. Давайте посмотрим, каковы энергии в ближайшие дни. А ведь и правда, смотрите, у вас должно быть все по закону. Может быть, вы и столкнулись с какой-то ситуацией. Старший аркан. Когда старшие арканы – это не вы что-то инициировали. Ну, может быть, как известие от вашего родственника, да. Может быть, вы кому-то будете оказывать содействие. Может быть, и вы будете искать какого-то специалиста, юриста, адвоката. Я вполне вам могу такое предположить. Или просто изучать, как вот я свое намерение, ну, могу увязать с законом, или что мне полагается, например, да, по закону. Но и тут по-разному, самые разные могут быть вопросы. У кого-то это будут выплаты, может быть, и так, а почему нет? Личная жизнь, какие-то, ну, может быть, как льготы, да. У кого-то банально может проигрываться даже вопросы дома, да, оформление, согласование каких-то. Или когда вы хотите сделать, иногда у нас капитальные ремонты тоже, вот, ну, или что-то вы намереваетесь сделать, и надо некоторые нюансы согласовать. Опять же, перекладывайте на себя. У кого-то непосредственно именно вопросов взаимоотношений будет касаться. Может быть, у кого-то взаимоотношения уже де-факто их нет, утрачено взаимопонимание, а де-юре еще что-то связывает. Здесь может быть какая-то ситуация из прошлого, все-таки правда, потому что по этой карте, это ведь еще карта как закон кармы, как аукнется, так и откликнется. Иногда бывает и так. Если мы поступили прежде хорошо, то теперь пространство, пусть руками других людей, не тех, кому вы помогали. Но вот оно откликается, и для вас как раз это как складывается в какой-то добрый сюжет. Может быть, и по-другому. И если прежде мы, ну, какой-то ляпсус допустили, значит, возможно, в эти дни нам придется или ездить по инстанциям, или узнавать, как работает закон, или какую-то бумагу подписывать. Опять же, мы хотим больше ясности, больше организация, больше толку. А вот интересно, с чем это связано? Личная жизнь. Ну, два старших аркана, мои дорогие весы. Для вас нет ничего невозможного. Захотите помириться, вот этот баланс, пожалуйста. Захотите, ну, как-то даже через высокие инстанции, представителей, может быть, каких-то даже закона, да, может быть, ну, все-таки мы все разные. Но тут-то вот именно ваши какие-то приоритеты можно осуществить. Хотя я допускаю, что и вы можете столкнуться с такими великими манипуляторами, когда вам не говорят правды, когда для вас будет какой-то либо компромисс, либо когда вам какую-то могут даже поначалу сказать заведомо искаженную информацию и наблюдать, как вы с этим прореагируете. Все же мы все разные, поэтому карта говорит о том, что у вас сейчас очень сильная энергия, у вас сильная позиция. Но ведь это великий практик маг, это не про магию. Мы ничего не ждем, а именно что-то мы пунктуально выясняем для себя, может быть, разрабатываем что-то, корректируем мелкие планы, потому что есть цель, которую мы хотим осуществить. И мы это вполне можем получить. Вот почему-то, посмотрите, два старших аркана на любовь и личную жизнь. Может быть, это правда касается вашей личной жизни, ваших близких, родственников, ну, может быть, и друзей, которые иногда так тоже бывают, и едва ли не ближе, чем родственники. И вы будете сами, может быть, оказывать кому-то содействие. И это я могу тоже допустить. И вот так придется, как магу, балансировать между и себе не навредить, и, может быть, и человеку нужно помочь. Тут, может быть, у кого-то и непростая ситуация, правда? Мы все разные. Хорошо.
Ваши достижения. Император. Но это сильный мира сего, император все-таки, да? Это какие-то структуры властные. И у вас много таких арканов серьезных. И тут-то тоже по пасьянсу. Ну, наверное, власть или, будем говорить, сильных мира сего, тех людей, которые наделены властью, мы против шерсти точно не гладим или не пытаемся с ними спорить. Здесь баланс дважды, потому что маг– это тоже баланс где-то. И только с позиции себе еще не навредить, а именно что-то свое, ну, где-то и продвинуть, и осуществить. Но договариваться придется. Вы можете столкнуться по вашим достижениям, ну, пусть даже на работе. Может быть, будет больше контактов с руководителями, а то и руководителями ваших руководителей. Может быть, и меняется руководство на работе. Может быть, и вы сами какую-то перерокировку тут делаете. Меняются законы, мои дорогие. Вот у кого-то будет и так. И, может быть, меняются законы, и у кого-то, может быть, рабочее место на дому с учетом шестерки мечей. Иногда это работа в интернет, вот конкретно, да, или удаленная работа по этой карте проходит. И у кого-то может быть очень такой кульминационно серьезный момент, когда и вы по сфере работы что-то решаете, одновременно с кем вы сотрудничаете, меняются, может быть, какие-то положения, законы, вам тут придется что-то переигрывать, менять. Помните, что у вас маг, но маг– это холодная голова. Это вот вообще от начала до конца и практика, и рационализм, и никаких эмоций. А по аркану император вы можете сталкиваться с людьми, которые на эти эмоции вас могут выводить. Или это ведь не то, что вот специально, да, вам кто-то такую перчатку бросает, а это может быть какая-то фраза, которая сказана в спокойном режиме, назовем так, но вы-то с ней категорически не согласны. И тем не менее, не согласен, а какой-то свой фарватер найти точно стоит. Опять же, 3 старших аркана. И ваше благополучие, вы сможете тут решить какой-то вопрос. Но, видимо, с учетом старших арканов, тут не все так явно. Тут действительно словно что-то находится на грани между светом и тенью. Будьте внимательны. Деньги, финансы. Может быть, по шестерке чаш, кстати, это помощь наших близких или тех людей, которых мы когда-то знали. По шестерке чаш это и друзья проходят. Есть еще и ностальгия. Это вы можете тоже обращаться, может быть, по какому-то денежному вопросу или для того, чтобы его решить, к людям, которых вы знаете, или искать какой-то, ну, каких-либо контактов, потому что вы, скорее всего, видите в этом либо перспективу, либо какой-то и есть у вас интерес. Ну, чаши, тут много эмоций. Нам пока не говорят, что вот, например, вы деньги конкретно получаете, но нам тут, видимо, есть какие-то согласования, которые на ближайшие дни, все-таки мы не на такой большой срок с вами смотрим, в конечном-то итоге полное исполнение желания, но, может быть, это и вам нужно быть таким вот дипломатом, миротворцем, или когда нужно вот все сгладить острые углы и сделать это как-то и хитро, и мудро. Вот никто не знает, где мудрость закончилась и где она переходит, например, в хитрость. Здесь что-то явно неоднозначное, причем с теми людьми, которых вы знаете давно. И одновременно это и деньги, и работа, и, может быть, даже вопросы жилья. Здесь, знаете, как комплекс всего. А вот мне хочется достать дополнительную карту. Вот это вообще про что? Королева мечей. Вообще это про вас. Ведь это карта независимости. Тут, понимаете, но это не та независимость, с которой мы бежим как с флагом. Ну, даже если бы мы взяли карту император. Нет. Это когда мы себе, вот, наверное, как вот эта королева сосредоточена. Мы не хотим себе навредить. И правда, вот эта самая истина в складках между светом и тенью находится. Мы храним молчание. Молчание буквально золото. Потому что есть и вопросы, опять же, да, мечи и где-то справедливость. Это тоже юриспруденция, будем говорить. И пусть на этой колоде правосудия нам мечи не указаны, но часто, кто смотрит мои расклады, мечи там тоже присутствуют. Ну вот, как бы Фемида, да?
Но договариваться придется или держать какой-то баланс. Может быть, и себе это не навредить, мои дорогие. Тут вот есть какой-то такой нюанс. Тут нам ведь тоже искаженную, например, информацию говорят. Может быть, дать себе какую-то паузу, чтобы найти время, да, взять или иметь возможность какого-то маневра, отступить полшага назад. Я часто говорю в своих раскладах, потому что мы не «да» не можем сказать. Бывает такое в нашей жизни. Не «нет». А на нас кто-то наседает, хочет заручиться либо нашей поддержкой, или чтобы мы подписали какой-то документ, или кому-то сказали вот это твердый, как вердикт какой-то вынесли, а мы не можем. Поэтому очень важно, когда мы в эту тени, за кулисы какие-то можем раз, так вот, словно шапку-невидимку надели и скрылись. Это усиливает ваши позиции, и это усиливает вашу независимость, мои дорогие. Но, видимо, быть вот этим магом и волшебником, но одновременно и королевой мечей. Есть тут что-то, но, видимо, это ваша задумка. Эта карта может олицетворять именно ваше какое-то желание или какую-то тему, которую однозначно не решишь. Но возможности, главное, мои дорогие весы, у вас есть. Поэтому перекладывайте на себя. Надеюсь, наш прогноз был вам полезен. И я буду благодарна вашим комментариям. Я всегда с удовольствием читаю их, спасибо вам, а также благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, помогаете мне, моему каналу, моему творчеству. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.